В этом видео я расскажу, как быстро и эффективно заточить нож. Кто-то скажет, что не очень качественно. Может быть и так, но зато просто и эффективно. Также расскажу, как проверить остроту ножа, определиться с углом заточки, что это такое и какой он должен быть. На примере покажу, как достаточно быстро заточить совершенно тупой нож. Посмотрев в YouTube информацию по заточке ножей, мне стало просто страшно от оборудования, которым люди пользуются. Приобретение и использование которого доступно не всем. Итак, приступим. Как же определить остроту ножа? Да очень просто, он перестал резать. Можно аккуратно поперек жала потрогать пальцем режущую кромку. Очень эффектно смотрится резка бумаги. Во время заточки можно быстро определить остроту ножа, если легко провести по ногтю. Если лезвие скользит, значит нож тупой. Если немного тянет, то острый. Этот способ часто использовать нельзя, так как ногти этого не любят. Говорят, что для разных операций нужны ножи с соответствующими углами заточки. Для фруктов 10-15 градусов, для разделки мяса 20-25, для охотничьих ножей 25-30. Для ножей, которые мы повседневно используем на кухне, можно использовать угол от 15 до 25 градусов. И даже если он будет несколько другим, то не думаю, что вы это заметите. Как же измерить угол заточки ножа? А точно ли вам это надо? Просто точите по старому углу и все. Если все-таки стало очень интересно, примерно можно измерить с помощью ножниц. Прикладываем ножницы вначале к лезвию ножа, затем к транспортиру. Делим полученную величину на 2 и узнаем, какой должен быть угол между заточной поверхностью и ножом при заточке. В качестве заточной поверхности я использую наждачку. И еще понадобится ровная поверхность. Наждачку можно брать с шероховатостью от 300 до 500. Чем тупее нож, тем более крупную наждачку можно использовать. Первых несколько раз будет сложновато, но можно очень быстро приловчиться. Сложность заключается в том, что нужно выдержать одинаковый угол заточки во время всего процесса. Прикладываю нож и плавно вожу им по наждачке. Вначале одной стороной, затем другой. Количество протяжек с каждой стороны должно быть одинаковым и составлять по 15-20 раз. Теперь набираемся терпения и вперед. Для совершенно тупого ножа я сделал около 300 таких движений. Если ножи не запускать и своевременно точить, то все это можно сделать быстрее. Когда нож заточился, тогда с одной стороны образуется заусенец. Значит, можно перейти на более мелкую наждачку и довести нож до максимальной остроты. Для этого понадобится около 25-50 движений. При отсутствии мелкой наждачки от данной операции можно отказаться, а просто слегка провести разными сторонами ножа по крупной наждачке.
Проверяю с помощью бумаги и наглядно убеждаюсь, что эффект есть. Привет, Барбос. Пес Барбос, как тебе тут держится? Ты хорошая собака такая. Ты хороший пес. Дай лапу. Дай лапу. Вот, молодец. Ты хороший пес. Ты молодец, такая лапа. Толстая тебе и грязная. Ты молодец, я тебя пожалела. Вот. Пип. Пип-пип-пип-пип. Ты меня хочешь укусить? Ах ты. После окончания заточки нож чистим и моем в мыльной воде. Важно! Не забудьте предупредить родных и пользователей ножей, что ножи заточены. Иначе не избежать ран, крови и перебинтованных пальцев. Подписывайтесь на канал.